Выход из НАТО. Один из ключевых членов Альянса резко уходит. Дальше будет только опаснее, считают там. Детали решения и позиции столиц досмотрите. Самые важные переговоры этого года стартовали. Судьба мирного процесса решается без агрессора. В украинской делегации судьбоносная замена, а Трамп заключает мир вселенского масштаба. Кадыров в больнице. Вопрос преемника так и не решен. Что на самом деле произошло в Грозном и почему мы слышим только молчание? Украину принимают в ЕС, но есть одно критическое условие, которое может все перевернуть. И это не война. Досмотрите. Об этих и других самых главных событиях вечера субботы, 17 января. Из потока событий выбираем самые важные. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что остаетесь с нами. Новые невероятные мирные идеи американской столицы. Вашингтон, по данным Financial Times, обсуждает идею Совета мира по Украине, органа наблюдателя за выполнением будущего соглашения, куда хотят посадить Украину, США, ЕС, НАТО и Россию. Главный смысл – сделать механизм контроля и наказаний. Если кто-то нарушает договоренности, должны включаться санкции. По словам высокопоставленного украинского чиновника, участвующего в переговорах с США, создание Совета мира по Украине, который также возглавит президент США, является важной частью предложений, направленных на прекращение российской войны. Мы считаем, что на первом этапе Совет должен фокусироваться на мониторинге именно этого мирного урегулирования. Но это выглядит как попытка пришить к слову «мир» кнопки принуждения. И тут главный вопрос – кто и как будет заставлять Кремль выполнять правила, если предыдущие форматы и гарантии регулярно превращались в простую бумагу? Похожий орган должен был заработать по конфликту в Газе, но о его успешности пока ничего не известно. Тем временем в другой части штатов готовятся к, должно быть, самому важному событию недели для нас с вами. Украина и США снова садятся за стол переговоров в Майами. На кону сразу два якоря послевоенной Украины: гарантии безопасности и огромный пакет экономической поддержки. По данным украинских медиа, делегацию формирует секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов и лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Главная цель раунда – допилить два документа: соглашение о гарантиях безопасности и пакет экономического процветания объемом до $800 миллиардов. Зеленский, комментируя подготовку документов, сводит смысл к одному: важно не подписать срочно, а зафиксировать все обещанные партнерами механизмы, так, чтобы после войны Украина не осталась без реальной финансовой опоры и понятных правил безопасности. По меньшей мере раз в неделю соцсети отправляют в больницу Кадырова. Иногда неважно, какого именно Кадырова. Но на этот раз это еще больше похоже на правду. Ночь в Грозном выглядела так, будто там случилось что-то очень срочное. Из Чечни в Москву улетели самолет Рамзана Кадырова и летающий госпиталь МЧС Ан-148 с медико-эвакуационными модулями. В Грозном произошла авария с кортежем на высокой скорости. По данным источников, за рулем был 18-летний Адам Кадыров. Его доставили в реанимацию республиканской больницы без сознания. Карты фиксировали пробки и перекрытия дорог, куда удачно вписались данные радаров о перемещении бортов. Источники «Кавказ Реалии» утверждают, что Адам пришел в сознание, состояние стабильно и не вызывает опасений. Официального подтверждения от властей Чечни на момент записи видео не было. В Брюсселе придумали, как принять Киев в ЕС и угодить всем. В эти дни политики обсуждают ускоренное присоединение Украины, но с оговоркой: без полного пакета прав страны-члена на старте. То есть без права голоса, то есть пусть просто посидят, посмотрят. Мы должны признать, что находимся в совершенно другой реальности, чем та, которая была на момент, когда правила присоединения были впервые разработаны. Идея такая: Украине могут предложить промежуточный формат, условное обратное членство, то есть быстрый политический сигнал и частичная интеграция в рамках возможного мирного соглашения. А вот полноценное членство Киев должен будет заработать после переходных периодов и выполнения требований ЕС. Reuters пишет, что это пока ранняя стадия разговоров. В обсуждаемом 20-пунктном плане США, Украины, ЕС якобы фигурировала ориентировочная дата 2027 год как цель для вступления. Но многие столицы Евросоюза считают любые фиксированные сроки нереалистичными. Формально вступление идет по принципу заслуги и готовность, а не по календарю. К тому же даже для принятия этого решения нужно согласие правительств ЕС и национальных парламентов.
Франция заговорила вслух о том, о чем в Европе обычно шепчут. Вице-спикер парламента заявила, что США больше не союзник. Звучит идея выхода из НАТО ради полной независимости. По ее версии, Вашингтон демонстративно отказывается от международного права и коллективной безопасности, а ЕС превращается в вассала. Конкретно это означает, мы должны выйти из НАТО и искать альтернативное сотрудничество со странами глобального юга. Мы должны уйти от блокового мышления и связанной с ним логики войны. Дальше еще жестче. Гетте объясняет, выход из НАТО дал бы Франции шанс вернуть военную и дипломатическую самостоятельность и стать неприсоединившейся державой. Аргумент — ядерное сдерживание, мол, ресурсов достаточно, чтобы защищать себя без зонтика Альянса. Немецкие медиа добавляют важную деталь. У левоцентристского блока во Франции сейчас крупнейшая фракция в парламенте, а национальное собрание Ле Пен годами бьет по НАТО и сохраняет влияние. То есть тема может перестать быть маргинальной быстрее, чем кажется. Польша официально вывела на финишную прямую дело о взрывных посылках. В суд ушел обвинительный акт против 5 человек, которых считают участниками диверсии в интересах российской разведки. По версии следствия, схема была простая и максимально грязная. Через курьерские службы отправляли посылки со спрятанными механизмами самовозгорания, чтобы устроить пожары по дороге и в логистических хабах. Прокуратура пишет, что речь идет о 6 отправках. 4 саботажные посылки шли из Вильнюса в Польшу и Великобританию. Еще 2 были тестовыми из Варшавы в США и Канаду, чтобы проверить каналы доставки. 3 посылки действительно загорелись во время перевозки в грузовике на территории Польши, а также в логистике на площадках в Лейпциге и Бирмингеме. Обвиняют 4 граждан Украины и гражданина России. Всем вменяют работу на пользу разведки РФ и участие в саботаже против логистической и авиационной инфраструктуры. Все 5 сейчас под стражей, а максимальная санкция пожизненная. Отдельно Reuters отмечает, что украинская сторона помогала в идентификации и задержаниях, а представитель МИД Украины призвал украинцев не вестись на легкие деньги, которые предлагают российские спецслужбы. Важнейшее объявление. Дональд Трамп готовится заключить еще одно мирное соглашение и спасти целую планету. Ведь мир он собирается заключить с инопланетянами. И это не наши выдумки, об этом пишет сразу ряд таблоидов. Правда, со ссылкой на одного только исследователя, который и поделился таким инсайтом, но в довольно серьезном издании. Это не то чтобы инсайт или утечка из Белого дома, он ссылается на анонимные источники в Вашингтоне, уфологов и бывших военных, без имен, должностей и документов. Кристофер Ли утверждает, что Трамп якобы готовит, цитирую, «самое важное объявление в истории человечества», конец цитаты. И оно о первом контакте с инопланетянами, и говорит, что обращение будто бы прозвучит 8 июля 2026 года во время чемпионата мира 2026 в США, Канаде и Мексике. Источники, близкие к администрации Трампа, говорят мне, речь уже готова и полностью выверена. Это не учебная тревога, это не слухи и не гадания, это реальная история, и дата выбрана не случайно. Это будет самое важное заявление в истории человечества. Президент Трамп готовится сказать миру то, что многие из нас знают уже много лет. Мы не одни. Факт-чекинг нулевой. Ни подтверждения от Белого дома, Пентагона или НАСА, Конгресса, ни материалов крупных медиа уровня Политико, The New York Times и так далее, ведущих телеканалов. Почему именно 8 июля? Ли играет на символике Розуэлла. 8 июля 1947 года база ВВС выпустила пресс-релиз про летающий диск, который уже на следующий день объяснили как метеозонд. Это исторический факт, но он никак не доказывает планы администрации США. Итого, пока это выглядит как сенсационный хайп-нарратив, а не как подтвержденная новость. Если вдруг появятся официальные документы или подтверждения от крупных независимых источников, тогда это будет другой разговор, и мы вам обязательно об этом расскажем. Камчатка ушла под снег по первый этаж, но, судя по всему, люди к такому привыкли. В Петропавловске люди реально выходят за хлебом через окна, потому что двери не открываются и дворы парализованы. МЧС отдельно просит не прыгать в сугробы. Под снегом могут быть заборы, машины и металл. Плюс можно просто увязнуть и не выбраться. Но по видео из соцсетей видно, что предупреждения мало кого останавливают. Но вариантов меньше, чем кажется. На жалобы жителей местные власти реагируют резко и говорят, чтобы те сами расчищали себе дороги. Вот и расчищают.
Белорусов задержали в Грузии. Они пытались вывести $1 миллион, правда, в виде наркотиков. 2 граждан Беларуси задержаны в Аджарии, пишет МВД Грузии, по делу о незаконном обороте наркотиков. Подозреваемых изъяли почти 6 килограммов метадона. На черном рынке стоимость партии оценивают до 3 миллионов грузинских лари, это более $1 миллиона. Все это подготовили к продаже. Следователи разоблачили всю цепочку такого производства. Ровно 5 лет назад Алексей Навальный сел в Берлине на рейс в Москву, понимая, чем это может закончиться. Самолет должен был приземлиться во Внуково, но в последний момент его развернули и посадили в Шереметьево, подальше от толпы, камер и прямого эфира. Сразу после прилета Навального задержали, дальше суды, этапы, приговоры, 19 лет по делам об экстремизме и мошенничестве. В феврале 2024 года он умер в колонии за Полярным кругом. Смотрите, я понимаю, что... Если вы отказываетесь выполнить законные требования сотрудника в чем полиции, заключается? проследуйте со мной. Задержите Полиции. меня. Скажите, я вас задерживаю, потому что вы находитесь в розыске. У меня здесь адвокат находится. Он обязательно проследует, если вы пропустите адвоката. Да? Вот у меня ордер и удостоверение. В архивах русской службы BBC остались кадры той поездки. Навальный и Юлия Навальная едут домой и еще не знают, что это будет последняя обычная дорога в их жизни. А в прошлом выпуске мы рассказывали, что на запорожском направлении россияне продавливают оборону в Гуляйполе. Виктор Орбан запускает национальную петицию против финансирования Украины и пугает венгров сценарием отправки солдат на войну. Отдельно обсуждали опрос, сколько украинцев считают неприемлемым передать России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности. И первый случай, когда европейская страна не пустила судно дальше в Балтийское море и возврат беженцев из Европы по домам. Если вы это пропустили, обязательно посмотрите. А мы с вами увидимся уже утром.